Всем привет! Наверное, каждый в ремонте и отделке сталкивался с необходимостью использования узких малярных скотчей, например, вот для изготовления кирпичной стенки из штукатурки своими руками. Как же сделать такие швы, где найти узкий малярный скотч, если в продаже у нас имеется только шириной 50 мм, 5 сантиметров, и, если не ошибаюсь, 19 миллиметров. И я посмотрел в интернете много роликов, кто на токарных станках делает, нарезает стандартный скотч, кто с помощью всевозможных материалов, там, напечатанных на 3D принтере, делает заготовки, держатели для лезвий. Я сделал немного другой вариант. Итак, мой вариант. Скажу сразу, он немного таки опасный. Я использую дрель в качестве, опять же, принципа токарного станка. Ее фиксирую, вот так вот варварски фиксирую в любом месте. И можно использовать верстак деревянный, можно использовать козлы деревянные, можно использовать любой поддон. В моем случае это подставка от каминной топки. Итак, зафиксировал дрель, чтобы она никуда не болталась. Нам понадобится как раз кнопка фиксирования максимальных оборотов, чтобы освободить одну руку и не нажимать постоянно курок. Я подготовил уже малярный скотч, сделал отметки по сантиметру. Чем чаще, тем лучше будет при вращении малярного скотча видно полоски, по которым резать. Конечно, удобнее резать тонкий скотч 20-метровый, меньшей длины, но у меня объем работы большой. Также планирую сделать стенку на втором этаже из кирпичиками из штукатурки, поэтому использую большой 50-метровый рулон. Для этого я взял насадку, коронку по дереву 68-ю, выпилил вот такую вот болванку из доски, взял болт, затянул с обоих сторон гайками данную насадку, отпилил шляпку для того, чтобы можно было эту болванку, насадку зафиксировать в дрели. Итак, сейчас я зафиксирую насадку. Я одену, аккуратно выставлю малярный скотч и начну резать. Вот такие вот полоски скотча у меня получились. Конечно, он не идеально ровный, не идеально 1 сантиметр толщиной получился, но для кирпичной кладки, для имитации кирпичной кладки мне будет как раз самое то, чтобы не настолько идеальными были швы. Хотя здесь разница буквально плюс-минус 1 миллиметр, это не столь существенная.